Около сотни молодых, крепких, обученных для войны с Советским Союзом немецких офицеров и подумать не могли о том, что их убьет не вражеская пуля, полученная в кровавом бою, а совсем юная белорусская девочка. В 1942 году в оккупированной немцами Белоруссии, недалеко от поселка Оболь Витебской области, расположился центр переподготовки офицеров вермахта. Сюда съезжались артиллеристы, летчики и танкисты из-под Ленинграда, Новгорода, Орла. Как положено, была в центре переподготовки столовая для курсантов, по-немецки опрятная и уютная, насколько позволяли условия войны. Готовил для господ офицеров немецкий повар, а грязную работу на кухне выполняли, как водится, разные в кавычках недочеловеки из местных жителей. И среди них была шустрая девчушка с косичками. Никто из этих важных немцев, лихих офицеров, прошедших десятки сражений, увешанных крестами и медалями, не мог предположить, что смерть поджидает их не на поле битвы, а здесь, в Оболе, в образе улыбчивой белорусской девочки. Девочку звали Зина Портнова. В Белоруссию Зина и ее младшая сестренка Галя приехали из Ленинграда в июне 1941 года. Их бабушка жила в деревне Зуя возле Оболи, и сестры Портновы должны были провести у нее каникулы. Зина тогда училась в 7 классе, а Галя только-только пошла в школу. Так девочки оказались на оккупированной территории. В 1942 году сестры Портновы стали членами организации «Юные мстители». В основном в нее входили ученики Обольской средней школы, которыми руководила 20-летняя Ефросинья Зенькова. Очень скоро Зина заслужила доверие товарищей, и ее включили в состав руководящего комитета организации, а ее сестру Галю назначили связной. Деятельность юных мстителей была не менее яркой и эффективной, чем деятельность краснодонской организации «Молодая гвардия». Просто юным белорусам повезло немного меньше, чем их украинским товарищам по борьбе. И об их подвиге не узнал писатель, такой же талантливый и известный, как Фадеев. Но это не значит, что сражались с врагом юные партизаны из Белоруссии менее храбро, чем украинские герои. К числу самых значительных диверсий юных мстителей следует отнести и угощение, которое Зина Портнова организовала для немцев. Зину устроили на работу в столовую для курсантов. Поначалу ее и близко не подпускали к кухонным плитам, где готовилась пища. Зина мыла полы, выносила помои и выполняла другую грязную работу. Потом заболела посудомойка. Зина, которая к тому времени уже достаточно примелькалась на кухне, была допущена до мытья котлов и тарелок. И вот настал день, когда Зина смогла улучшить момент и высыпать в кастрюлю с супом огромную дозу крысиного яда. Спустя 2 дня на местном кладбище похоронили почти 100 немцев, отборных бойцов из числа самых лучших офицеров. Следствие началось, как только обнаружилось массовое недомогание немцев после обеда в столовой, и врач поставил диагноз отравления. Главный повар, напуганный масштабами диверсии и отлично понимая, что будет, если обнаружится его недосмотр, клялся и божился, что и близко не допускал никого из местных к кастрюлям. Однако для проверки новой посудомойки велели съесть супа. Зина, не моргнув глазом, зачерпнула ложку и проглотила. Затем еще и еще раз. До дома она добралась уже как в тумане, борясь с приступами боли в животе и с дурнотой. Бабушка бросилась отпаивать внучку молочной сывороткой и отварами трав. Это, а еще крепкое здоровье и тот факт, что съела она все же не целую тарелку, спасло Зину. Девушка выжила. Несмотря на то, что на сей раз прямое подозрение на Зину не пало, в отряде «Юные мстители» все же решили, что ей и Гале нужно уходить к партизанам. Так Зина стала бойцом партизанского отряда имени Ворошилова. Ее назначили в разведку, а Галю определили помогать в медсамбат. С августа до глубокой осени 1943 года Зина Портнова выполняла задания командования отряда, всякий раз благополучно возвращаясь с самых сложных заданий.
Но ближе к зиме в Оболе были расстреляны несколько ребят из числа юных мстителей. Было ясно, что в поселке объявился предатель. Командир партизанского отряда поручил Зине установить связь с теми, кто остался в живых. Она выполнила задание, но, возвращаясь назад, натолкнулась на засаду. Ее схватили и отправили в Оболь, где девушкой занялось гестапо. О диверсии в столовой не забыли, и Зина числилась главной подозреваемой. Во время допроса гестаповец положил на стол пистолет, видимо, для устрашения девчонки. Когда он отвлекся на шум во дворе, Зина схватила пистолет и застрелила следователя. На выстрелы вбежали 2 немца, которых партизанка тоже уложила на месте. Зина выскочила из здания и со всех ног бросилась к реке, надеясь переплыть ее и убежать в лес к партизанам. Однако немцы ранили ее в ногу автоматной очередью. Зину схватили и отправили в Витебскую тюрьму. Зину истязали целый месяц. Ее мучили так, что впору засомневаться в адекватности этих людей, взрослых мужчин, офицеров, подвергших таким пыткам юную девушку. Ей жгли кожу раскаленным железом, вгоняли иголки под ногти, ее методично избивали. Ей даже отрезали уши. Пытки длились больше месяца, но Зинаида Портнова не выдала никого. Утром 10 января 1944 года Зину вывели на расстрел. Она шла, слепо спотыкаясь, поскольку немцы выкололи ей глаза. Волосы у 17-летней девушки были совсем седые. 1 июля 1958 года указом Президиума Верховного Совета СССР юной партизанке Зинаиде Мартыновне Портновой было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Золотую звезду получила и Ефросинья Зенькова. Все происходило в торжественной обстановке, только мама Зины плакала. Она верила, что ее дочь жива. Указ о присвоении Зине звания Героя Советского Союза посмертно окончательно разрушил ее надежды. Сестра Зины, Галина Мартыновна Мельникова, Портнова, до сих пор жива и проживает в Санкт-Петербурге. Живет и помнит свою старшую сестру, спасшую ее и отдавшую жизнь за родину. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых интересных фильмах на канале «Однажды на Земле». Спасибо за просмотр.